Рад приветствовать всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Сегодня мы посмотрим общий расклад Таро, что есть сейчас между вами и что будет дальше. Судьба ваших отношений в ближайшем будущем или в дальнейшем будущем, или в том отрезке и промежутке времени, в котором вы хотите определить для себя. Это может быть любой отрезок. Так, давайте посмотрим, кто пришел на расклад. Вы знаете, здесь, во-первых, первое. Речь идет о мужчине, который может все. Выпадает маг. И такое ощущение, что либо тут его женщина заколдовала, то есть, если вы женщина, да вы его заколдовали. Или мужчина вас заколдовал. Как минимум, маг — это искусный манипулятор. Может быть, где-то колдун. Может быть, просто у него какие-то чары. Может быть, он вами управляет, и вы не понимаете, что происходит. Это архетип, прежде всего, искусного управителя и человека, который распоряжается всем одновременно. Может, он мастер на все руки, может, действительно очень творческий человек. Как минимум, это личность. Это серьезный человек и имеет значение, влияние. По знаку зодиака это чистый Овен, но опять-таки маг — совокупность всех королей, поэтому это все знаки зодиака, особенно Овен и Лев, и Стрелец в том числе. Может быть, ваши отношения просто с этим человеком, они носят характер волшебный какой-то. Может быть, магический, может быть, мистический. Может быть, вы с помощью эзотерики и магии познакомились. А может быть, каким-то чудесным образом вас свела судьба. Как будто бы что-то идет по мановению волшебной палочки, по движению. Рыцарь мечей, что еще здесь есть? Смотрите, мужчина может быть также причастен к мечам. Это государственная служба, служащий, военный, может быть. И знакомство у вас было быстрое. Может быть, сейчас оно на конфликте, потому что рыцарь мечей часто о конфликте и о скорой информации, которая к вам пришла. То есть, или вы чудесно познакомились, а информации о нем не располагаете. Где он, что он, как он, или его прошлое пока что закрыто. Но как минимум какой-то конфликтностью здесь попахивает. То есть, есть этот запах, или есть это движение. Окей, могли быстро познакомиться, быстро рассориться. Или мужчина мог казаться одним человеком, а резко поменялся. Вот здесь это тоже может быть, потому что рыцарь мечей — это, в принципе, не очень хорошая и позитивная карта. И смотрите, десятка мечей прям резко. Было все хорошо, вроде бы какая-то волшебная ситуация. Мистика, магия, эзотерика, любовь, морковь, страсть могла здесь быть. Активный, интересный, загадочный. Потом какой-то гром, молния, какая-то информация проскакивает, какой-то конфликт, и все. То есть пропал, поставил точку, вы не понимаете, конец или пауза. Может быть, просто позвонил, сказал: все, мне это все надоело. Причем у вас эти отношения, они быстро произошли. Они как будто бы прогорели, как вспыхнули и погасли. Не то, что там, по этому раскладу они долго не развивались. Условно говоря, еще вчера или как будто бы вчера вы познакомились, а уже сегодня уже все. То есть вы еще даже и не поняли, а что это, а почему так. То есть забанил, не звонит, отказался, ушел, хлопнул дверью, то есть что угодно, типа поставил точку. Бывает. Давайте дальше. И прям, если сразу вроде было понятно все, все четко, понятно, даже какие-то, может быть, обещания четкие были, маг, то здесь не пойми, что стало происходить после этого. Вы не контролируете реальность свою, может быть, сходите по нему с ума. Дурак — это такое. С другой стороны, ваша реальность перевернулась, и вы не понимаете, что с вами происходит. Не понимаете, почему так. То есть, или считаете его полным дураком, он дурак, так как так можно было поступить, или почему он так ведет, или я дура, или я дурак, то есть, если вы мужчина смотрите, она хлопнула тогда дверью. То есть, получается вроде бы как так. Пока что закружил. И знаете, как закружил в огне, потом на центрифуге, а потом хлоп и отрубил. И теперь вы не поймете, это конец или все сначала будет, конец или пауза, сидите, колеблетесь. И может быть какая-то ссора или конфликт
из-за какой-то глупости у вас произошел. Но учитывая то, что это ближайшее будущее, вы как минимум просто не понимаете, что происходит, почему произошло и что будет дальше. Да, вот дурак, да, ну надеетесь, может быть, что оно что-то начнется сначала. Но хотя что-то подозреваете все-таки. У меня вот эти две карты, крокодилы, и здесь это холодная карта. У вас какой-то, знаете, есть такая... Меня терзают смутные сомнения, да, вот они мысли какие-то дурные тут идут. Ну и еще может быть такое здесь. Мужчина резко пропал, и вы просто боитесь, что с ним что-то случилось. Тоже может быть, кстати. Тут дурак. Ну, тут все варианты могут быть. Ну и вам нелегко. Теперь нелегко, во-первых, не то, что на сердце и в голове, у вас тело болит. У вас, по идее, должна быть физическая ломка. А еще одним проявлением этих отношений может быть упадок сил и депрессия. То есть энергии нету. Как будто бы вас придавило, приплющило. И вы действительно, скорее всего, не знаете, где он, что с ним, с вашим партнером, с партнершей. И что будет дальше, какая судьба этих отношений. Вам тяжело сейчас. И вы не знаете сами, да, продолжать это, не продолжать нести это дальше или не нести. Ну вот такая ситуация. Ну, а в принципе это такой классический, вот я часто смотрю, да, вот ситуация. Это очень частая ситуация. Случайно познакомились, такой бурный роман, потом бах, стоп, да, то есть... по любой причине, из-за какой-то мелочи, да, из-за высосанной из пальца. Ну, тут манипуляции могут быть, да. Может быть, магия, колдовство, может быть, да. Маг все-таки десятка мечей, конфликт. Ну, может кто-то, як кажуть, наробив, да. И вот пропал, и а что дальше? Просто тяжело и подумать, да, потому что вы как бы во всем пространстве вариантов даже и предположить не можете, что так могло быть вот с этим человеком. Ну окей, теперь давайте посмотрим первый вопрос. Вот отсюда, из этой ситуации, я буду следующие вопросы, но мысли, чувства, действия мы посмотрим, да. Он манипулировал вами или нет? Такая карта, она, знаете, она комфортная достаточно. Скорее, да. И эта карта, она мирная. Да, в своих интересах. По жезлам здесь могла быть манипуляция недвижимостью, ну, жильем и сексом. Ну, пока вот эти два аспекта здесь прямо ярко выражены. Поэтому, в принципе, да. И для чего? Потому что огонь, ну, стихии совпадают здесь. Для чего? Ну, как минимум, сексуальное, плюс-минус, да, вот развлечение, да, или... отвлечения, да, от чего-то. Ну и может быть жилье каким-то образом. Жилье здесь достаточно скромное, но реальное. Вот почему-то так. Причины конфликта. Смотрим. Причины конфликта пока что. Причины конфликта. Здесь страх. Причем страх это больше женская карта. И страх либо свободы, либо не свободы. Такое у меня ощущение, что все-таки это угроза. Но пока что здесь страх быть несвободным человеком. То есть он конфликтовал из-за того, что не хотел быть ограниченным в чем-то, да, и он боялся этого. Вот, все, больше ничего не даю. Конфликт. Теперь давайте смотреть. Десятка мечей. Почему разорвал? Почему молчит именно, да? Не причины конфликта, а это немножко другое, да? Почему молчит? Почему остановился? Ну, либо чувствует угрозу от вас, либо сам является дьяволом. Может ли здесь быть темная магия на нем? Может, если вы смотрите изначально этот расклад с контекстом диагностики на негатив. Ну, расклад общий, предупреждаю, поэтому вы можете смотреть и дьяволы, и магия. То есть его могли останавливать, и мог он просто не располагать теми энергиями, и на конфликте просто у вас тогда рассорка. Ну, отсюда же и не свобода. Он принадлежит, по сути, дьяволу, и если он думает, допустим, о новых отношениях, будучи под дьяволом, то он этого просто боится.
Конец или пауза? Ну, смотрите, тут может быть продолжение, но решение этого продолжения, то есть продолжение, оно может быть недолгим. Смотрите, 9 жезлов и 10 рядышком. Здесь вы очень скоро узнаете, чем это все закончится. То есть, понимаете, да? То есть, по сути, это пауза, но до конца очень скоро, да? То есть, и скоро откроется, вот все вскроется. То есть, вам эта информация будет приходить еще. Стоит ли вам продолжать эти отношения? Вот видите, какой сегодня сценарий идет по ответам, да, вот из этого. Ну, он такой экспрессный даже немножечко, да. Стоит ли? 7 мечей? Вряд ли. То есть, если вы будете продолжать отношения эти, то как минимум либо вас обманут, ну, здесь угроза есть, и почему-то здесь вот этот рыцарь, да, он угрожает чем-то. Либо вы себя обманете. То есть это как будто бы самообман. Вы тешите себя надеждой, смотрите, 10,7, 17, надежда. Ну, как бы она вас нагружает, эта надежда, да? Вам тяжело с этой надеждой, но вы тешитесь этой надеждой. А надежда, она же как бы светлая карта получается. Но вам нужно прояснять это быстро, скоро, то есть запаса времени у вас нет. А это может затянуться, и тогда вам это будет невыгодно, тогда это точно будет самообман. Понимаете, да, о чем? И давайте посмотрим, что думает о вас сейчас. Он полностью управляет ситуацией, и он, ну, как бы думает о том, что вы принадлежите ему, и вы никуда не денетесь. То есть он вас контролирует здесь, имейте в виду. Вот этот вот дьявол, он больше его, нежели внешний, да? Особенно если вы не смотрите в контексте диагностики на негатив его, да, а вот как бы манипуляция, то дьявол это его. Он думает, что вы никуда не денетесь, и, скорее всего, он злостный манипулятор. Смотрите, здесь император выпадает, ну, в принципе, в женском аспекте, где, ну, как бы от этой императрицы, да, в женском облике зависят еще какие-то люди, да, они прям на ниточках. То есть он, по сути, и смотрите, и здесь ниточки, да, вот такие, ну, как бы ланцюжки, да, и здесь то же самое, видите, от дома идут нити. Ну, этот человек вами пользовался пока что. Пока что так и пользуется. И еще связь с вами он не потерял. То есть он, скорее всего, должен проявиться каким-то образом. Он с вами связан. Там, сексом, дьявол. Недвижимостью, домом. Незавершенными какими-то делами. И он как бы должен все равно объявиться. Ну, дурак — это внезапное проявление. Он как внезапно появился, внезапно пропал и внезапно опять появится этот человек. Причем контекст здесь либо вашего самообмана, либо его обмана. Для тех, кто смотрит этот расклад с точки зрения магии, здесь может быть крадник. На нем, либо уже на вас каким-то образом. Да, вот такое. Окей. Давайте посмотрим, что чувствует. Смерть, но аркан 13, он чувствует, что вас это убивает, эта ситуация. Он чувствует вашу боль. Но будьте осторожны, рядом дьявол, он может этим пользоваться. Дьявол всегда питается вот такими темными энергиями, поэтому будьте очень здесь осторожны, да. И может быть, он на это рассчитывает. Ну, смотрите, я не говорю, что он рассчитывает вас убить, да. Нет, он может вам причинить боль, и вы вот в состоянии там, вот этого кататонического шока, да, или когнитивного какого-то диссонанса, да, вот когнитивного шока, да, или когнитивного паралича. Ну, может быть, это ему и нужно, чтобы вы не думали, да, или только на эмоциях, на чувствах, да, себя вели как-то. То есть он, по сути, чувствует, что, по сути, этот аркан — это скорпион, то есть он этими чувствами пользуется, им чувствует, что вам больно. Вот, все этого достаточно. Хорошо. Ну, поскольку здесь все-таки движение и дьявол, мы все-таки посмотрим его планы, именно планы пока что. Он будет играть с вашими чувствами, причем будет играть в прятки, в загадки, в такие. Пропал, появился, намекнул, растворился. Может создавать какие-то проблемы вам. Каким образом? То есть, держа вас в напряжении и пользуясь
вашими чувствами на грани, где ему больно, где он страдает, где он в какой-то сложной ситуации. И вы вынуждены принять это, понять это или согласиться с этим, или пойти навстречу ему, учитывая то, что ему больно, например, да, тоже больно, что он тоже страдает, например. Вот, и опять спрячется, да, то есть опять замолчит. То есть здесь такая, как бы, манипуляция молчанием, манипуляция игнором идет, имейте это в виду. А намерения какие? Давайте проверим. А намерения ему игра в поддавки. Он будет давать вам возможность ощущать, что вы контролируете эту ситуацию, что он слабый, что вы ему каким-то образом помогаете. Ну давайте теперь, что ему надо в конечном итоге от вас. Тут же вот это обман и тяжесть, да. А надо ему, дорогие мои, вашему партнеру или партнерше, ну тут мужчины тоже смотрите, надо ему 9 пентаклей, а 9 пентаклей это что? Это роскошь. Деньги, ресурсы, здоровье, красота ваша и тот максимум, которым вы располагаете. Я вам сразу говорю, это может быть человек, который несет потенциальную опасность в плане манипуляции и выхода к вашим либо финансам, либо ресурсам, либо использования вас в своих целях. Это вот такой расклад. Но он может и экстраполироваться на обычные отношения, где один другим злостно манипулирует, используя все ресурсы. Все. Почему абсолютно все? Потому что аркан смерти это истощение полное. Поэтому здесь один явно вампирит, другой явно донатит, ну давайте, донорит, донор, да. Причем тот, кто вампирит по-черному, в центре дьявол, а играет вот чисто на чувствах. Ну, таких отношений масса. Это обычно токсичные отношения. Отношения с вампиром, отношения с абьюзером, там, с газлайтером, ну и с прочими вот такими вот моментами. Давайте спрашивать, оно вам надо или нет. Ну, вообще просто вот открывать карты. Первое. Five Pentacles, да? Пятерка пентаклей. Ну, надо ли вам страдания? Решать, конечно, вам. У каждого свой кайф в страдании. Но я вам по этой карте скажу первыми симптомами, что нужно как-то закругляться с этими отношениями. 0, да, закругление. Это говорит о том, что вы теряете энергию. Не деньги даже, а просто энергию. То есть тут лучше бежать, уходить, прятаться, рубить и отвязываться от этого человека. Тут он прям вас как, знаете, как паук связал. Ну, будьте осторожны, это может быть опасный даже человек. Ну, не знаю, у каждого в общем раскладе своя ситуация. Вы можете коротко черкануть свое, да, там в 2-3 предложениях. Вот, но вам же и легче будет, то есть это уже освободит вас. Иногда, знаете, как глаза когда открываются на реальность, да, потому что иллюзия, она здесь в центре архитектор иллюзии на самом деле. Кстати, под мухоморами, да, еще своя иллюзия бывает, да. Может, он вас чем-то отравил, да, например. Дальше, смотрите, насколько это опасно для вас. Ну, смотрите, 4 кубков, прежде всего, будет страдать ваш желудок, кишечник, печень, поджелудка, желчный. И вообще это обида и чувство вины. Я вам так скажу, вы сами себя задавите здесь, ну, вот так. То есть съедите себя изнутри, извините, да, вот так. Потому что здесь очень плохая комбинация и на физическом уровне. Сначала будут болезни, начинаться они будут из живота, да, вот. А потом будет просто падение финансового канала. Тут финканал проваливается. Хорошо, любил или, ну, любил ли он вас? Ну, хотя бы, знаете, вот часто спрашивают, иногда читаешь такие жуткие истории, да, а потом еще и вопрос в конце, а любил ли он меня или она меня? Мужчины тоже касается. Выка Пентакли играл, просто использовал, поэтому будьте осторожны. То есть, как минимум, ну, давайте так скажем, на каком-то этапе эти отношения были выгодны обоим. Но в конечном итоге вам эти отношения выгодны точно не будут. Ну, даже если вы рассчитываете на что-то хорошее, будьте осторожны. Тогда, если вы рассчитываете на что-то хорошее, тогда ваших ресурсов должно быть так много, что я не знаю, ну то есть у вас должен быть по сути бездонный ресурс. Ну, я не знаю, вы же не бездонная бочка или там не лампа Аладдина. Напишите, я лампа Аладдина, или нет, я не лампа Аладдина и не хочу быть бездонной бочкой. Тогда я пойму, ну как бы, что у вас наоборот, да, у вас нету такого ресурса.
Дальше, смотрите, здесь есть как бы, ну, он как бы покоряется вам, да, ваш партнер или партнерша. И вроде бы вам может казаться, что вы уже победили его, одолели, да. Ну, такое часто бывает, да, зашел человек на новый круг, да, в отношениях. Как будто бы он вернулся, поставил точку, вернулся. Или произошла такая ситуация, он появился, говорит, все, прости меня, больше так не буду, хочу вернуться там. Или опять просто появился, не говорит прости, а просто появился и вот начинает, да, вот как-то вот там ластиться, да, к вам. Ваши действия. Его эмоции, ваша реакция, да, вот эта карта. Девятка кубков. Смотрите, у вас большой риск его пожалеть по этой карте. Но вот эта карта, это зона личного комфорта и неоткрытия души. Души именно, ну, внутренних чувств. И как бы самодостаточность. Он будет играть на ваших чувствах. А ваша задача здесь защищать чувства, не поддаться на эти, по сути, манипуляции. Вот здесь вот маг это чистый манипулятор изначально, к сожалению. Поэтому, ну, больше расклад такой для тех, кто сомневается в своем партнере и чувствует, что вас или используют, или это там альфонс, или там мужчина альфонс здесь будет, да, а женщина здесь будет, ну, содержанка или там вообще просто вот и делает из мужчины ничтожество, вытирает об него ноги, да, тогда эта карта в ее пользу. Ну и берет от мужчины все еще больше. Ну и последняя карта, совет вообще просто от высших сил, от сил духа, как вам нравится, от Бога вашего, в которого вы верите. Ну, просто подсказка высших сил. Семерка пентаклей. Смотрите, эти отношения идут семеркой, да, сомнения. То есть, как минимум, этого человека нужно подвергнуть большому сомнению. И если у вас просто вот ситуация похожая на эту, ну, присматривайтесь либо к нему, либо погадайте еще у кого-то, либо идите на личный расклад. Но вам лучше всего приберечь свое здоровье, свой ресурс, ну, там, свои яблоки, свои плоды, и доверять только себе. То есть, если вы на йоту сомневаетесь в этом человеке, скорее всего, ваша интуиция вас не подводит. А если чувствуете, что начинаете болеть, и особенно с живота начинает болеть, расстройство желудка, и все, что связано с кишечником, с третьей чакрой, это говорит о том, что, ну, вот эти вот карты, да, это говорит о том, что ваша воля уже под контролем, то есть третья же зона подвержена влиянию этого человека. По сути, ну, риск ввалиться в созависимые, зависимые и отношения, где вашу энергетику просто, ну, на эмоциях, вот эмоциональными играми, да, истощат и сделают вас человеком нездоровым, как минимум, и вряд ли и богатым, и вряд ли успешным. Вот. Ну, а что будет у вас по жизни дальше? 3 карты, да. Вот если это все вы поставите вдруг точку, да, жирную, то что дальше? А дальше что? Ну, во-первых, здесь всегда есть место чистоте и любви. Ваша энергия, она очистится, и вы способны и любить, и быть любимым, любимой, и дарить любовь, и принимать любовь. То есть жизнь будет налаживаться, как минимум, хуже не будет. Вторая карта говорит о тройке кубков, ну, то есть будет объединение, у вас будет или другой мужчина, или другая женщина, все зависит от того, кто смотрит, да. Но, опять-таки, от чистоты души все будет ок. Ну, и радость жизни тоже будет объединение. Ну, и третья карта, император. Ну, будет новый реальный мир. И если здесь император, ну, как бы в женском облике, да, то здесь император в мужском облике. Это говорит о том, что и мужчина восстановится, и женщина восстановится так, что у нее появится настоящий император, а не какой-то там император или императрица в женском облике, да, с короной, но с очень сильной манипуляцией. Поэтому делайте выводы, проверяйте себя. Если у вас ваш партнерша просто лапочка и нифига вами не манипулирует, то я вас поздравляю, это просто не ваш расклад. Ну, а где-то концовка может быть о том, что у вас все хорошо, и у вас будет еще лучше, в чем я ні на секунду не сумніваюся і щиро бажаю світла вам та вашому всесвіту. І пам'ятайте, що за будь-якою темрявою обов'язково встає сонце, і будь-якого імператора обов'язково відпадуть його не тільки вуса, а ще й впаде корона. От побачите, все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.